Вчера был очень насыщенный, интересный день, потому что мы ездили в поселок Чакви за мясом, а именно за свежей свининкой. После такого важного приобретения мы решили прогуляться и посмотреть окрестности. Поэтому этот ролик некий такой микс о том, какое мясо можно купить и что из себя представляет поселок Чакви. Чакви – курортный поселок на Черноморском побережье Грузии. Google карты нам показывают, что Чакви находится от Батуми в 17 километрах. Время в пути около получаса. Как вы думаете, откуда мы узнали, что в поселке Чакви будут резать свининку? Правильно, это сарафан. В Грузии всегда что-то интересное можно узнать практически только по сарафанному радио. В воскресенье наша прекрасная хозяйка предложила нам съездить в Чакви, поскольку там будут резать свининку. Если вы хотите свежее домашнее мясо, то вы можете его купить. Конечно, мы согласились и поехали. Все мы уже знаем, что Грузия достаточно гостеприимная страна. Пока мужчины занимались разделкой мяса, нас пригласили в дом, напоили вкусным кофе, угостили конфетами, которые были из Баку, и мандаринами. Вот. Далее нас пригласили прогуляться по территории. Далее мы ознакомились с апартаментами, которые летом сдаются. На территории два дома. Один дом сдается для семьи, а во втором доме, где живут непосредственно хозяева, на первом этаже, сдается вот такая студия. Студия сдается 50 лари в сутки, а дом сдается за 100 лари в сутки. Сейчас посмотрим дом. Вот такой вот домик со всеми удобствами для семьи. При входе большая кухня-гостиная и совмещенный санузел. Далее комната, далее спальня со всей необходимой мебелью. Из кухни можно пройти в большую просторную гостиную, также со всей необходимой мебелью и столовой зоной. И проход в еще одну спальню. А также есть дополнительная раскладушка, если гостей больше приехало. На территории есть также детская площадка, небольшой фонтанчик, который смастерил собственными руками хозяин Игорь. А также он умеет делать такие великолепные картины. Далее нас пригласили выбрать непосредственно мяско. Смотрим, как это было. Вот такое мяско. Вон головешка лежит. И сейчас нам принесут нашу шею. И у нас будут вкуснейшие домашние шашлыки. Сегодня у нас 15 декабря. Погода снова хороша, только солнышко уже поменьше. На небе тучки вот такие. Мы находимся в поселке Чакви. Вот такое вот мяско. Но пришлось немножко его потом поменять, потому что было больше с сальцом, а мы не кушаем жирное, то есть нам нужно больше мяса, чем сала. Прикупив домашней свининки, мы отправились на прогулку. Первое, что мы посетили, это пляж Чакви. Чтобы пройти к пляжу, необходимо перейти железную дорогу. Проходим вдоль путей. На ближайшем повороте заворачиваем в сторону пляжа. Проходим старинный красивый особняк. По слухам, это дом брата Николая Романова. Дом, особняк. И вышли к морю. На горизонте рыбацкие суда.
Пляж, береговая линия не широкая. Вдоль береговой линии есть набережная, по которой вот я иду и снимаю. Выход, лестницы достаточно опасные. Ну, это была вроде бы более-менее. Спускаемся по лестнице к воде. Что мы видим? Мы видим гальку, мы видим бетонные плиты. Мусора конкретно в этом месте не так много, но он все-таки попадается. Что нравится конкретно на этом пляже, это то, что вход в воду не каменный, а как бы такой крупный песок. Мы вышли с пляжа и направляемся вдоль железных путей в музей, дом чайного мастера китайского какого-то там, интересный заброшенный дом. Посмотрим, что там. Так, мы дошли вот до переезда, и слева открывается вид на этот домик. Здесь-то мы точно залезем и посмотрим. Заходя в дом, пол достаточно хорошо сохранился. Есть комнаты, где видно, что была печь. Мы постарались поскорее выйти, поскольку ходить по таким развалинам грязным очень неприятно. Так, ходить по этому дому крайне неприятно и опасно, потому что потолки почти проваливаются, какашек на полу очень много, поэтому мы не фотографируем, только ходим снаружи. Но возле домика есть прекрасная лавочка с видом на море, и мы сейчас к ней подойдем. Вот такая лавочка, где можно посидеть и отдохнуть. Я ее проверю в рабочем состоянии. Садимся и любуемся. Сейчас мы посмотрим вот так. Заглянем сюда. Видим домики прямо на побережье. Итак, мы разбулись и идем в воду искупать ножки. Ну-ка. Так. Ну, водичка, конечно, не самая теплая, но для зимы она очень теплая. Или не скакать. Ты понимаешь, это очень опасно. Очень. Прогулявшись, отправляемся дальше в путь. В сторону крепости Петра. Так, мы приехали сейчас в крепость Петра. Она находится рядом с Сихиздвири, недалеко от Кабулети. Сейчас, к сожалению, она закрыта, там что-то делают ремонт, я так понимаю, готовятся к туристам. Что интересно вообще, то есть вот мы видим ряды, это лимонный лабиринт. То есть можно там ходить вот как по лабиринту. Если подняться на самый верх, то увидим большой красивый обрыв с видом на море. Летом мы сюда вернемся и посмотрим. Может быть, будет открыто, и мы погуляем. Вот еще один вид на Петру. Внизу, как видно, летом палатки. Продажи идут, скамеечка, видимо, здесь также и остановка. Мы немножко отъехали в сторону Кабулети и приехали вот к такому, к сожалению, очень грязному месту. Здесь пляж, очень много бутылок, всего-всего. Рядом здесь вот резиденция президента, вот, и называется это Бобохвати. То есть это кемпинг. Здесь вот летом приезжают машины, отдыхают люди. В общем, но очень-очень грязно. Мы проезжаем центр поселка Чакви.
Здесь есть аптека, магазинчики. Вот аптеки. Фрукты, овощи. Здесь также остановки. Вот даже можно цветов купить. Вот так вот, вот такой вот. Такси очень много. Все хотят вас подвезти. Ну вот, водичку можно купить. Все есть. И даже есть шаурма. Фастфуд. И рядом, наверное, какие-то даже пирожки. Вот транспорт 13 идет до Батуми. И, как видим, дорога вправо уходит в парк Мтирала. Очень красивый, интересный парк. Там мы побываем и все заснимем как-нибудь. Вот. А это едет свадьба. Очень круто и лихо. Это свадьба, ребята, это свадьба. И я чуть не прокатилась на крыше одной из этих машин. Вот они громко, лихо поехали гулять. Вот приехали маршрутки, тоже здесь вот останавливаются на Батуми. И 40-я маршрутка также здесь ходит, да? Да. Получается. Батуми сейчас посмотрим, когда они сядут. Проезд, наверное, где-то около 50 или ларь, да? Получается, будет. Все-таки это межгород считается. Наверное, ладно, по ларе будет, скорее всего. Я буду стоять, я тут стою. У меня сейчас дернется камера. Извини, чувак. Ну вот, да, 40-я маршрутка, и на ней только на грузинском. Все написано. Итак, мы приехали домой. Вот выложили мяско, мы его промыли. Вот этот кусок, когда моешь, руки прям жиром покрываются. Вот это мясо, оно не жирное более, то есть такое, без сала, так сказать. Вот, здесь около 6 килограмм 100, то есть 600 грамм. У нас это получилось на 72 лари. Если образно округлить 30 лари $10, соответственно, $20, да, получается, 20, около 20 с чем-то там с копейками. Вот, по 12 лари за килограмм мяса. Это свининка домашняя, как я уже сегодня показывала ранее, да, выносили прям, вот, забили, принесли, взвесили, и вот мы ее привезли домой. В принципе, будем делать, наверное, шашлык, конечно же, как без шашлыка. Вот, по ощущениям, мясо абсолютно другого какого-то качества. То есть то, что мы покупаем в магазине, и то, что мы купили сегодня, это разные продукты абсолютно. То есть даже когда ты держишь это мясо в руках, ты его смотришь, оно другое. Поэтому я не знаю, что мы покупаем в магазинах, но настоящее мясо, вот оно. И оно абсолютно другое, нежели то, что мы обычно едим. Вот. А где покупаете свинину вы? То есть доверяете вы вообще вот таким вот частным фермерам, которые там забивают, и, ну, режут свининку и продают? Все. Вот такой вот был воскресный день. И покупки, и прогулки, и экскурсии, свежий морской воздух, в общем, все в одном флаконе.